Всем привет, друзья! В этом видео я хочу показать вам набор химии от ICM. Думаю, вам всем хорошо известна эта украинская компания, производящая замечательные сборные модели. И не так давно ICM расширили свой ассортимент за счет химии. А сегодня рассмотрим большой набор красок, состоящий из 77 оттенков и 3 лаков. Покажу грунтовку и растворитель. Я благодарю компанию ICM за предоставленные образцы. Ну а в следующем ролике мы протестируем эту химию на одной из моделей. Итак, откроем коробку. Здесь у нас, собственно, большой увесистый набор краски и отдельно грунт с растворителем, а также буклет. ICM предлагает краски как поштучно, так и наборами. Такой большой сет на 80 баночек, пожалуй, самое выгодное приобретение. Примерно 35% экономится на каждой краске. Думаю, здесь найдутся цвета и оттенки для любых задач. Кроме того, ICM также выпускает небольшие наборы красок под конкретные модели и направления. Эти сеты включают в себя, как правило, 5 красок и лак. Очень удобно, если у вас нет нужных цветов под новый проект. И таким образом можно закрыть сразу ряд пробелов. Экономия на каждой баночке здесь около 27%. Если такие наборы и не закроют полную потребность в цвете для конкретной модели, то уж точно станут отличной базой, к которой можно добавить еще какую-нибудь баночку. Итак, давайте вернемся к обзору и рассмотрим все поближе. Первая коробочка – грунтовка 3 цветов. Белая, серая и черная. Вообще у ICM есть еще 3 цвета грунта: оливковый, зеленый и желтый. А здесь у меня классика, так сказать. Грунт разливается в баночке по 17 мл. И это немного больше, чем краска. Здорово, что можно выбрать несколько оттенков грунтовки, так как для лучшего эффекта под разные цвета желательно наносить либо темную, либо светлую подложку. Следующая коробка – разбавитель для краски. Объем 50 мл, удобная баночка с пипеткой. На краске же и грунтовке пипетки отсутствуют. Кстати, химия ICM полностью совместима с Валеха, да и, наверное, с другими водными акрилами, например, с АК. У меня есть разбавители краски от Валеха. Попробуем с ними перекрестные тесты. Давайте посмотрим еще буклет и перейдем наконец к обзору основного набора краски. Буклет представляет собой каталог краски, таблицу соответствия цветов с другими производителями и инструкцию по применению. Ассортимент ICM на сегодняшний день включает 77 цветов, из них 10 базовых, 6 цветных лаков и 11 металликов. Также есть финишные лаки – глянцевый, матовый и сатиновый. Ну и еще и грунтовка с растворителем, которые я упоминал выше. Краски и лаки разливаются в баночке по 12 мл. Ниже описано, что под кисть краска готова к применению прямо из баночки, а под аэрограф необходимо разбавить на 40-60% водой или разбавителем. Ну, грубо говоря, это 1 к 1. А на обороте буклета все цвета в виде превью с названиями и кодами. На развороте таблица соответствия с другими производителями. С АК полное совпадение и также много соответствий с Валеха. Ну что ж, перейдем к главному блюду этой посылки. Внушительная коробочка с полным ассортиментом краски ICM. Строго говоря, цветов тут не 80, а 77, плюс 3 лака. Лицевая сторона украшена интересными превью в виде кружочков и стилизованной надписью. С торца коробки небольшое пояснение по работе с краской. Цвета можно смешивать, рекомендуется использовать грунтовку, а при высокой температуре воздуха добавлять ретардер. На других торцах коробки размещены превью всех цветов с их кодами. Кстати, добавил содержимое этого набора на сайт ScaleMates. Можете ознакомиться, ссылку оставляю в описании под видео.
Под этой яркой обложкой у нас более плотная коробка. И вот он, наконец, весь арсенал краски. Давайте же посмотрим, что входит в этот набор. Так. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Все 7 цветов радуги и плюс черный, белый и коричневый. Это 10 базовых цветов ICM. А цвета здесь названы как Deep, то есть глубокий, насыщенный. Действительно вижу выраженный глубокий оттенок. Оранжевый даже несколько темным показался. Следующая группа – естественные природные цвета, по крайней мере по названию. А по сути это оттенки желтого и коричневого. Камень, земля, песок, выгоревшая палуба или дерево. Кстати, очень интересный цвет. Далее группа темных коричневых цветов. Темная и светлая кожа и шоколад. Этот цвет позиционируется для нанесения осколов. И еще средний и темный оттенок ржавчины. Хорошие тона. Думаю, можно будет их пробовать и не только для ржавого металла. Следующие цвета посмотрим 6 светлых оттенков. Светлая кожа, базовый цвет кожи и бежевый. Полезные тона для росписи фигурок. И еще 3 цвета – охра, баф и слоновая кость. Баф вроде как тоже кожа, но еще отлично подходит для высветлений на самых разных поверхностях. Например, с помощью техники сухой кисти. И еще один интересный светлый оттенок – off-white. Еще не светло-серый, но уже и не просто белый. Одним словом, любопытный цвет. А у Валеха он, кстати, имеет теплый оттенок. И вот мы плавно перешли к оттенкам серого. Здесь их 8 штук. Светло-серый, теплый серый, небесный серый – это все светлые тона. И вот потемнее. Немецкий полевой, нейтральный и темный морской серый. А немецкий даже немного зеленковатый. И самые темные серые – это темно-серый, естественно, и немецкий серый. Еще к этой группе можно отнести цвет резины. Очень нужная краска. А резина у меня до сих пор была только от Хамы. Единственная краска этой фирмы, что осталась в арсенале. Следующая группа ярких цветов. Здесь у нас специфические краски яркий оранжевый и розовый цвет. Далее матовый красный. Он немного ярче красного базового. И Hull Red. Можно перевести, наверное, как красный грунт. Очень темный красно-коричневый оттенок. И еще 2 цвета, шикарная пара. Красное вино и кроваво-красный. Оба эти цвета хочу использовать в одном проекте. Даже как-то поэтично выходит. Кровь и вино. Кстати, как думаете, о какой модели речь? Далее 4 холодных оттенка. Сине-серый, серо-синий, бледно-голубой и темно-синий. И, наконец, самая многочисленная группа – зеленые цвета. Целых 14 штук. Ну и здесь можно выделить направления. Например, обычные зеленые оттенки. Темно-зеленый, лимонный, экстра темно-зеленый и зеленая трава. Следующие – это уже смешанные оттенки. Зеленая охра, зелено-серый, серо-зеленый и зелено-коричневый. Далее военные зеленые цвета. Британский хаки, оливковый, американский темно-зеленый и русский 4БО.
А последняя пара интересных оттенков. Это интерьерный желто-зеленый и камуфляжный зеленый. А матовые цвета закончились, и теперь рассмотрим металлики. Их здесь 11 штук. Два цвета стали, естественный и маслянистый. Хорошо подойдет для покраски двигателей и прочих механизмов. И еще два темных цвета для стали – это оружейный металл и жженый металл. Далее светлые оттенки металликов – алюминий и серебро. И, наконец, разноцветные металлы – медь, латунь, бронза и золото. Латунь, кстати, здесь обычная и ржавая. Следующий тип краски – это цветные лаки. 6 полупрозрачных основных цветов. Красный, желтый, зеленый, синий, оранжевый и черный. Здесь он подписан как дым. Пока что могу отметить, что оранжевый и красный совсем не яркие. И если использовать их для фонарей авто, не будут ли они слишком тусклые. Но это все надо тестить, чем мы вскоре и займемся. Палитра лаков довольно широкая и, я думаю, подойдет для всех видов цветных стекляшек. И последнее – 3 лака – мат, полумат и глянец. Они, так же как и краска, разлиты в баночке по 12 мл. Но лак все же используется чаще, думаю, стоило бы лить хотя бы по 17 мл как грунт. И надеюсь, в будущем у ICM появится фасовка большей емкости. Вот такой набор красок, друзья. Весь ассортимент в одном сете. Шикарное приобретение, которое надолго закроет вашу потребность в краске. Я думаю, здесь найдутся цвета для любых задач. Ну а вы как считаете? Тут достаточно оттенков или все же чего-то не хватает? Я, например, не увидел немецкий желтый, немецкий красно-коричневый, но есть цвета, которые вполне могут их заменить, просто называются иначе. Также и с цветом дерева. Конкретно такой краски нет, но оттенков, которые могут выступить в роли дерева, масса. Как ни крути, набор исчерпывающий. На этом же свой обзор я заканчиваю. Напишите, что думаете о химии ICM, пользовались ли и какое впечатление осталось. А в следующем видео мы протестируем краску на одной из моделей. Я благодарю вас за просмотр, за лайк, репост и комментарий. Всем пока и до встречи в следующем видео.